Подводку записываю. Ты со мной будешь? Оставайся. Ну что, ребят, всех приветствую. Это Грузия. И перед поездкой в Грузию невероятно важно учитывать погодные условия. В принципе, как и перед поездкой в любую другую страну. Климат в Грузии достаточно разнообразен и зависит от региона, а также от высоты над уровнем моря. Из наиболее важного, что оказывает наибольшее влияние на формирование климата в Грузии, это Кавказские горы и Черное море. Кавказский хребет не позволяет пройти северным ветрам, они обтекают горный массив, далее соприкасаются с Черным морем, и после этого в Грузию уже поступает достаточно теплый воздух. В связи с этим в Грузии на несколько градусов всегда выше, чем в соседних регионах. В Грузии есть несколько сезонов, и наиболее популярные среди туристов это летний и осенний сезон. В летнее время сезон длится с июня по сентябрь, и температура достигает 25 градусов, возможно, даже выше. В осенний сезон температура составляет около 15-20 градусов, что тоже является достаточно благоприятным временем для нахождения здесь. Мы же с вами оказались здесь в зимний период времени, декабря по февраль, наименее популярный среди туристов. И главная цель на данный выпуск — разобраться, стоит ли сюда приезжать зимой, или действительно стоит отложить свою поездку на более теплые времена. Важное примечание — здесь нет центрального отопления. Поэтому мой вам совет, небольшой спойлер перед началом данного выпуска: трепетно выбирайте себе место, где вы будете жить. Потому что в первую ночь я уже думал, что я буду спать просто в куртке. Это небольшой совет. Итак, погнали, заварите себе что-нибудь попить, положите покушать, и будем с вами разбираться, что такое Грузия и стоит ли сюда приезжать зимой. Поехали! How are you? Very nice. Лепешка из Эмеретии. Но давайте отложим красивую музыку и поговорим о более прозаичных вещах. Например, о ценах на билеты. В общем, я по красоте долетел до Грузии без пересадок прямым рейсом Georgian Airlines. Стоимость билетов варьируется от 15 до 20 тысяч рублей в одну сторону. И в нынешних реалиях я могу сказать, что это одно из самых быстрых направлений, куда можно слетать. Найти Грузию на карте не составляет абсолютно никакого труда. Страна находится на стыке Европы и Азии. Граничит с Арменией, Азербайджаном, Россией и Турцией. Площадь страны составляет 69 700 километров, из них 100% суши и 0% воды. Согласно рейтингу от 2023 года, Грузия занимает 131 место в списке стран мира по численности населения, которое равняется 3 736 тысячам человек. Про климат и цель выпуска я уже вам рассказал, поэтому первое, с чего мы начинаем, это аренда автомобиля. Для просмотра всех невероятных красот Грузии нам просто жизненно необходима машина. Без нее во многие места добраться просто невозможно. Стоимость аренды такого автомобиля в Грузии составляет $130 на неделю. И если вы подумали, что это невероятно дешево, да, вы абсолютно правы, но у всего есть обратная сторона медали. И в нашем случае это цены на бензин. Ребята, относительно стоимости на бензин здесь достаточно дорогой. Здесь, честно, можно просто продать свою почку для того, чтобы просто ездить на машине. 1 литр бензина стоит, если говорить про рубли, то где-то около 125-130 рублей за 1 литр. Это, естественно, в 2 раза больше, в принципе, чем в Москве. Бензин здесь делится на следующие категории. Здесь нет привычного нам 92-го, 95-го, 98-го, 100-го. Здесь есть бензины регулярный, дизельный, премиальный. Также есть еще вроде бы вариация премиального Pro,
он называется, но, как правило, он пишется здесь через слэш, премиум слэш про. Это своего рода аналоги, то есть премиум это от 95-го, регулярка, я так полагаю, это, скорее всего, 92-й. Хотя местные говорят, что, возможно, даже ниже. Но я не представляю, как может быть еще ниже. Ну, допустим, моя машина оборудована баком на 60 литров, соответственно, можно понять, что стоимость бензина полного бака для меня будет стоить 7 тысяч рублей, наверное, около 6 тысяч рублей, я полагаю. Ну а мы отправляемся с вами в нашу первую локацию, в поселок Степансминда, откуда открываются невероятнейшие виды на гору Казбек. Дорога в одну сторону, согласно Яндекс.Навигатору, да, кстати, он здесь отлично работает, займет 3 часа. Для вас же этот путь займет не более нескольких минут экранного времени. И если вы подумали, что это невыносимо скучно так долго ехать, то поверьте, по дороге сюда открываются такие живописнейшие виды, что вы будете бесконечное количество раз останавливаться по пути, чтобы запечатлеть все это своими глазами или камерой. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ребят, будьте максимально аккуратны на дорогах. Мы только что видели, насколько бывает опасно, когда фура обгоняет другую фуру. И хорошо, что сзади меня нет большого потока машины, я могу притормозить, но просто будьте аккуратны и не гоняйте. Оно того не стоит. Путешествие того стоит, а вот гонять оно того не стоит. Наша первая остановка, мимо которой просто невозможно проехать, это Ананури и Женвальское водохранилище. Всегда оставайтесь с людьми. Неважно, где вы, неважно, что с вами произошло или как плохо с вами поступили люди, просто будьте всегда людьми. Решил я посмотреть на сайте TripAdvisor какое-нибудь классное местечко, в котором я смогу покушать. И что я могу сказать, ребят? К моему удивлению, мало того, что, мне кажется, из 20 машин сюда проедет только 5. Хорошо, что я на внедорожнике, я смог сюда проехать. Ой, носите куртки. Ой-ой-ой. Так вот, самый прикол в том, что это место заброшено. Видимо, просто заброшено. Это прикол. Это невероятный прикол. Следующий день, день номер 3, выдвигаемся.
Немногие знают, что Казбек — это древний дремлющий вулкан. Он сформировался миллионы лет назад в результате мощного вулканического взрыва. Вся гора сложена из множества слоев затвердевшей лавы, пепла и туфа. Именно поэтому Казбек имеет такую выразительную коническую форму. Но не пугайтесь, последнее извержение было зафиксировано здесь в 750 году до нашей эры. Название Казбек применительно к вершине Кавказских гор появилось в письменных документах только в 19 веке. В Грузии ее названием Кинварцвери, что переводится как «ледяная вершина», гора с ледником. По-осетински ее именуют Урсхох, Белая гора. Чеченцы дали горе имя Башлам, что можно перевести как «тающая гора». Считается, что название Казбек гора получила от ближайшей деревни Казбеги. Сегодня Казбек — один из относительно доступных для альпинистов пятитысячников. Но Казбек — это совсем не обязательно восхождение. Можно совершить путешествие в его окрестностях, увидеть множество интересных и необычных объектов и запечатлеть вершину с разных ракурсов. Первое из таких мест — это Троицкая церковь в Гиргете. Пожалуйста, пусть он, самое главное, вернется на мой родненький маленький летит. Фу, просто потерял сигнал. Поснимал гору Казбек. Блин, я честно думал, просто мне сейчас я даже не знаю, как туда, но я бы пошел. Я бы его тут не оставил. Фу, супер стресс. Мне в моменте показалось, что я просто влетел в гору. И я подумал, что ну все. Да, ребят, на дронах тоже летайте аккуратно. Берегите своих маленьких дрончиков. Да, ребят, от всех этих поездок и восхождений на горы можно не слабо проголодаться. И пока я еду обратно в Тбилиси, чтобы оттуда добраться до следующей локации, предлагаю поговорить о грузинской еде. Как они это делают? Почему это так вкусно? Еда всегда была, есть и будет одной из самых важных частей вашего путешествия. И, честно, в Грузии с этим точно нет проблем. Лёшка из Имеретии, также известно как хачапури. Простая пища пастухов. Пастухи ходили на высокогорные пастбища, и у них не было возможности взять с собой большое количество еды. И они придумали следующее. Они начали брать с собой пшеничную муку, а также на высокогорных пастбищах готовить мацони с рассольным сыром, выпасаемых ими овец. Дальше все эти компоненты соединялись и запекались на огне. Блюдо настолько стало популярно, что его начали сначала готовить дома, а после оно и вовсе разлетелось по всему миру. Секрет блюда на данный момент заключается в том, что для растопки печи используется виноградная лоза и ветки фруктовых деревьев. Итак, давайте отведаем. Фух, выглядит невероятно. В принципе, как и вся еда, которую я здесь пробую. Как они это делают? Хотя я вам рассказал сейчас секрет, как они это делают. Невероятно вкусно. Это невероятно вкусно. Это намного вкуснее, чем хачапури по-аджарски. Я ее уже несколько раз здесь пробовал. Хачапури по-аджарски почему-то мне здесь абсолютно не нравится. Хачапури по-эмеретински, хачапури по-мигрельски — это то, что действительно стоит здесь попробовать. Это то, что действительно стоит здесь есть. Это великолепно. Это действительно питательно, невероятно вкусно. Рекомендую абсолютно каждому. Понятно, почему пастухи выбрали именно такой вариант приема пищи на высокогорных долинах.
Что, как правило, делают из говядины? Добавляют туда различные специи, обязательно добавляют туда рис. Из тех, что я знаю, это хмели сунели. Перемалывают грецкие орехи, суп становится остреньким, невероятно насыщенным за счет говядины, за счет риса. Консистенция бомбическая. Невероятно отличным дополнением могут быть помидоры, огурцы, свежий хлеб. В моем случае я просто отказался от хлеба. Я не очень люблю хлеб, именно отдельно есть. Вот. Но в вашем случае обязательно рекомендую добавить горячий хлеб шоти. Невероятно приятно будет сочетаться с харчо. Боже, что здесь за хинкали? Я даже забыл камеру включить, пока я их начал есть. Хинкали – настоящая классика грузинской кухни. Аккуратные мешочки из тонко раскатанного теста с нежным мясным фаршем, сваренным в собственном соку. Наверняка пришлись по вкусу всем, кто когда-нибудь их пробовал. Вариация этого блюда под названием калакури появилась, когда хинкали, изначально блюдо горцев, пришло из горных грузинских деревень в города. Калакури в переводе с грузинского языка означает «городской». Именно в городах в состав мясного фарша начали добавлять рубленную зелень. Это и стало главной особенностью хинкали калакури. Про еду можно рассказывать бесконечно, но, ребят, нам нужно двигаться с вами дальше, ведь впереди еще столько невероятных и знаковых мест для Грузии. Ну что, ребят, новый замечательный день, и сегодня мы с вами отправляемся в пещерный город, один из самых первых городов на территории Грузии. Это будет интересно. Полетели. Так, ну что, добрался до места. Входной билет сюда стоит 15 лари на человека. Есть еще опция купить билет за 20 лари. Разница в них только в том, что билет за 20 лари включает в себя еще вино. Вот это поворот! Там еще винодельня наверху. Но поскольку я не пью алкоголь, конечно, для меня это не актуально. Поэтому у меня просто билет за 15 лари. Ладно, на самом деле просто денег нет. Самое интересное, что это один из самых первых городов на территории Грузии. Интересно, как он выглядит. Интересно, конечно, все оттуда сейчас будет подснять. Полетели смотреть. Что, ребят, город Уплисцихи – один из самых древних городов Грузии. Предположительно, он был основан в 1000 году до нашей эры. Никто точную дату не знает. По крайней мере, я точную дату не знаю. Здесь в свое время проживало большое количество людей. Здесь было более 700 пещер и более 150 торговых лавок. Некоторые из этих торговых лавок сохранились по сей день. И, честно говоря, могу вам сказать, что очень сложно представить, как люди здесь жили. Сложно, но не невозможно. Сложно из-за индустриализации и из-за того времени, в котором мы сейчас живем. Попадая сюда, ты начинаешь пропитываться этой энергией и понимать, насколько были сильные люди, насколько им требовалось меньше каких-то условий для комфорта. И люди просто жили и наслаждались тем, что они имели, выстраивали из того, что у них было. Последний житель покинул данный город в 20 веке или в 19. Перепроверим. Последний житель покинул данный город в 19 веке, после чего в 20 веке данное строение стало историческим наследием Грузии. Но перейдем к относительно недавнему настоящему времени. В 2000 году здесь произошло землетрясение, которое разрушило большое количество строений. Данное место, оно в принципе очень подвержено угрозе, поскольку находится в сейсмически активной зоне. Но после землетрясения Всемирный банк совместно с правительством Грузии восстановили данное место. На данный момент это является невероятно важной исторической частью Грузии и невероятно популярным местом для туристов.
Следующее, про что хотелось бы поговорить, это про туризм в Грузии. Туристический сектор для экономики Грузии имеет очень большое значение, так как является одним из главных источников доходов для страны. Его доля в экономике в 2023 году составила примерно 13,5%. Туристический сектор Грузии действительно разнообразен и благодаря своему географическому положению имеет множество преимуществ. Так, например, Всемирный фонд дикой природы признал, что ни одна страна Европы не обладает таким богатым растительным и животным миром, как Грузия. И для того, чтобы в этом убедиться, мы с вами отправимся в национальный парк Вашлавани. Есть своего рода пробки. Ребят, обязательно перед поездкой в национальный парк Вашлавани нужно заехать специально зарегистрироваться, если вы собираетесь остаться на ночь. Если не собираетесь оставаться на ночь, то нужно оплатить входной билет и входной билет на вашу машину. 5 лари с человека и 5 лари за машину. Если вы уедете сразу в национальный парк, то вас просто развернут там рейнджеры, и вы поедете сюда обратно покупать. А дорога от этого офиса до национального парка занимает где-то 2 часа. Поэтому рекомендую вам, если вы туда поедете, обязательно сначала купить билеты. Вот, и приезжать сюда намного раньше, чем это сделал я, потому что, как мне сказали, я просто ничего не успею, а вечером там особо делать нечего, и практически ничего не видно, и достаточно опасно. Там, как мне сказали, там змеи, очень нужно быть аккуратным, там очень много обрывов, особенно когда темнеет, можно просто упасть с горы и разбиться. Что будет дальше? Фу, надеюсь, все обойдется и все будет отлично, но будет, уверен, максимально опасно. Дикие животные, змеи, обрывы. Когда темнеет, будет невероятно сложно. Yeah, I got it. That I can fall down from the mountain. I got it. So If it's dark, you can just understand. This is a huge kilometers. в Вашлавани растут до 700 видов растений, среди которых много редких видов. Не менее разнообразная фауна парка. Здесь распространены 62 вида млекопитающих, 135 видов птиц, 30 видов пресмыкающихся, 16 разновидностей рыбы и 4 вида амфибий. На территории Вашлавани зафиксировано 700 видов насекомых, а также здесь гнездятся огромные колонии ласточек. Ну что, ребят, Вашлавани. Место, которое я так сильно хотел посетить. Настроил себе больших ожиданий. Думал, что увижу здесь диких животных, увижу стаю волков. Все это подсниму, займусь фотоохотой, увижу невероятные виды. И да, невероятные виды здесь правда есть, несмотря на время года и несмотря на то, что здесь не все вокруг зеленое. Если бы меня спросили, зная тот путь, который мне предстоит проделать по бездорожью и по количеству времени, если бы меня спросили, приеду ли я сюда еще раз и проделаю этот путь еще раз, я бы абсолютно точно сказал, что да. Какое наслаждение ехать по всем этим дорогам, какие виды открываются вокруг вас. Ребят, путешествие — это невероятная вещь. Путешествие — это то, что вызывает у вас мурашки. Путешествие — это то, что дает вам эмоции. Эмоции, которые хочется повторить, эмоции, ради которых хочется жить. Путешествие — это смысл жизни, и, ребят, продолжайте путешествовать. Это по-прежнему того стоит.
сейчас просто по дороге в национальный парк в Ашлаване увидел какую-то невероятную птицу. Я не знаю, это был орел или кто-то еще. Очень какая-то красивая птица. Я сначала подумал, может, это какая-то фигурка сидит на деревьях. Просто надо брать дрон и полетели.